Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу, что вам нужно знать, если вы хотите посетить Беларусь. В настоящее время въезд в Беларусь для большинства иностранцев возможен только через аэропорт, то есть на самолете. Но зато многим иностранцам не нужна виза. Список стран, для которых действует 30-дневный безвизовый режим, смотрите на сайте Беларусь BY. Не забудьте о страховке и об отрицательном ПЦР-тесте об отсутствии коронавируса. Кстати, страховку лучше покупать на месте, то есть в Беларуси. Более подробная и актуальная информация на сайте Беларусь BY. Ссылка в описании к этому видео. К сожалению, если вы поедете в Беларусь прямо сейчас, то, скорее всего, вам придется сидеть на карантине 10 дней. И даже если вы захотите уехать раньше, через границу вас не пропустят. Квартиру на сутки можно снять на сайте Апартон BY. В их квартирах чисто и неплохой ремонт. Если вы хотите жить с комфортом, можно разместиться в гостинице DoubleTree by Hilton или Hampton by Hilton. Если вы ограничены в средствах, выбирайте недорогую гостиницу Bon-Hotel или Орбита. Они неплохие. Главный новостной сайт в Беларуси Тутбай. К сожалению, в последнее время его часто блокируют по разным причинам. Но это видео не о политике. Также местные новости можно почитать на сайте Onliner BY. Плюс, если вы хотите что-то продать или купить, то вам точно туда. Еще для продаж и покупок есть сайт Kufer.by, но мне он не нравится. Много мошенников ссылаются на этот сайт. И вообще через Viber сейчас пишет много мошенников, так что будьте осторожны. Часто по Viber звонят как будто бы из банка и просят срочно назвать номер карточки, ссылаясь на то, что мошенники пытаются завладеть вашими деньгами. Люди говорят номер карточки, и потом у них пропадают деньги с банковского счета. Если вам нужно купить или продать машину, загляните на сайт AV.by. Сайт Одноклассники у нас популярнее, чем ВКонтакте. Там мы размещаем свои личные фотографии, общаемся со своими родственниками, друзьями, одноклассниками, однокурсниками, коллегами. Лично мне не нравится, когда пытаются познакомиться в Одноклассниках. Думаю, для знакомств все-таки лучше использовать Tinder или Instagram, но знаю, что многие иностранцы знакомятся с русскими девушками через сайт ВКонтакте. Если, не дай бог, вам нужна чрезвычайная помощь, то для этого есть несколько коротких номеров. 101 пожарные, 102 милиция, да, у нас до сих пор милиция, а не полиция. 103 скорая медицинская помощь, 104 служба газа. Платить в Беларуси можно только в белорусских рублях, если наличными, или по карточке в любой валюте. Лучший рынок в Минске – Комаровский. Там всегда свежие овощи, фрукты и мясо. Торговых центров очень много, идите в любой. Есть аквапарки, казино, театры, много кинотеатров и ресторанов. Да, что касается ресторанов и кафе, то в Минске мне нравятся кафе белорусской и европейской кухни Грюнвальд, гастробар Баттербро и другие. Если пицца, то Доминос. Если шашлыки, то елки-палки, барбекю драйв. Если суши, то суши-весла или просуши. Хотите пройти лечение в Беларуси? Есть много неплохих медицинских центров, а также санаториев, которые очень популярны среди россиян по причине хорошего соотношения цены и качества.
Лазерную эпиляцию я делаю в медицинском центре Shine Est. Если вам интересна военная тематика, посетите линию Сталина или музей ВОВ Великой Отечественной войны. Курган славы, площадь Победы в Минске. Хотите увидеть, как жили в белорусской деревне лет 100 назад? Съездите в Музей народной архитектуры и быта Менка. Любите необычную архитектуру? Поезжайте на станцию метро «Восток» в Минске. Там размещается Национальная библиотека Беларуси. Здание в форме бриллианта. На 23-м этаже есть смотровая площадка с видом на город, а чуть ниже, на 22-м этаже, кафе. Кафе, честно говоря, так себе, но на самый верх идет стеклянный лифт, из которого открывается прекрасный вид. Друзья, надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если так, ставьте мне лайк. Спасибо, что посмотрели мое видео. Пока!